Друзья, всем привет! С каждым днем все больше и больше людей, архаманов, предпочитают сажать вот в такие вот емкости. Это мерные стаканчики. И дошло уже до того, что даже я не могу последние 2-3 недели купить в магазине вот такого вот объема на литр мерные стаканчики, чтобы сделать пересадки своих орхидей. Из продажи они исчезли. Но речь сегодня в видео не про эти стаканчики, а про уход в закрытой системе посадки орхидей, а именно про полив. Что такое закрытая система? Это когда у нас в емкости, в которую посажена орхидея, отсутствуют дренажные какие-либо отверстия. То есть полностью емкость закрыта и в нее посажена орхидея. На канале я сажаю довольно-таки давно, снимаю видео про посадку орхидей в закрытую систему. Вот в такие вот горшочки, ну я имею в виду в мерные стаканчики, в прозрачные вот такие вот кашпо разного размера и в ведерки, в пищевые ведерки. И возникают вопросы, когда я сажаю орхидеи вот в органический грунт, а именно в кору сосны. Возникает вопрос, как правильно поливать орхидеи. Вот в таких вот посадках, где присутствует кора. И вот сегодня на примере вот этого вот небольшого количества орхидей, которые я пересадил буквально 2-3 дня назад, я как раз таки и покажу все возможные варианты полива орхидей и покажу, как я поливаю орхидеи вот в такой закрытой посадке с маховым фитилем. Ну, даже если, допустим, и нету фитиля, все равно полив, в принципе, будет такой, какой я сейчас покажу. Все этапы полива и после пересадки, когда у нас кора еще не разработана, и полив уже когда кора у нас разработана. Те, кто смотрит канал давно и постоянно, те помнят, что я часто рассказываю, делаю такую поправочку, когда орхидею пересадил вот в такую вот обычную, самую обычную кору, в закрытую систему, то я говорю о том, что первые 2-3 полива я делаю, замачиваю полностью горшок на 2/3 или на 3/4 высоты горшка, в который посажена орхидея. Для чего это нужно? Это нужно для того, что первое, это у нас разработалась кора, в которую мы сажаем, потому что она свежая, необработанная. Вот собрали ее и сразу применяем. В коре присутствуют смолы, и в процессе полива, циклов, точнее полива, именно циклов намачивания вот этих кусочков коры, происходит вымывание смолы и разрабатывание кусочков коры, она становится более влагоемкой. И потом в последующие поливы, через 2-3 полива, 4 полива, это все зависит от размера кусочков и от качества самих кусочков. Да? Бывают вот такие плоские пластинки, кусочки, а бывают вот такие вот объемные. Соответственно, для объемного полива, объемных вот таких кусочков требуется больше циклов намокания и просушки этих кусочков. Так вот, через несколько таких вот циклов кора становится более влагоемкой, и уже полив можно облегчить для себя этих орхидеек. Ну а первый полив, он, конечно же, происходит вот таким макаром. Я либо проливом по периметру, либо просто поливаю вот так вот сверху кору и наливаю до уровня вот 2/3 либо 3/4 высоты горшка. Обычная, друзья, отстойная вода,
комнатной температуры, чтобы никаких стрессов не было. Все. Вот так вот я наливаю водички, и вот таких вот поливов будет несколько для того, чтобы кора, она несколько циклов произошло, то есть напиталась, потом просохла. Подошло следующее время полива, опять залили, подержали минут 10-15, можно даже 20, ничего страшного не произойдет. Главное потом всю эту воду слить. Естественно, самый такой трудоемкий и не особо такой, знаете, ну, как бы приятный процесс, это вот сливать воду. Когда нужно со всех сторон пальцами, либо еще как-то, либо кусочками коры, либо какими-то плоскими вот такими вот, там, я не знаю, палочками, линеечками прикрывать, чтобы не вываливалась кора, и воду эту вот таким вот макаром сливать. Полностью ее сливать отсюда. Это когда несколько орхидей, процедура, друзья, такая, знаете, ну, скажем, ну, быстрая и не особо трудоемкая. Но когда орхидей очень много, коллекция большая, то, конечно, такая процедура, она имеет определенный минус по затрате по времени. Но зато после того, как пройдет несколько циклов, там 2, 3, 4 цикла, ну, 2, 3, 4 полива, после, значит, каждого полива должен проходить определенное количество времени. Мы должны ориентироваться больше даже не на цвет корней и не на количество дней, как вот часто задают вопрос, сколько времени должно пройти между поливами. То есть вопрос в корне неверный, когда спрашивают, сколько раз в месяц поливать, через сколько дней поливать орхидею. Это неправильный вопрос, потому что не по дням поливают. Вы на этот сами себе вопрос ответите через полгода, через несколько месяцев, когда в своих условиях вы уже поймете, через сколько время у вас просыхает грунт. Не цвет корней, когда говорят, вот нужно ориентироваться на цвет корней. Но толщина и функции веломена на корнях у всех орхидей разные. У свежих корней, которые вот только-только отросли, они меньше впитывают воду и меньше изменяют цвет при напитывании водой. У старых корней, у которых уже слой веломена больше появился, те при попадании одной капельки на серебристый корень, он моментально начинает сочнеть, зеленого сочного цвета, на корне мокрое пятно появляется. Соответственно, когда просыхает, высыхает оно светлеет. Мы ориентируемся, но это неправильный ориентир, потому что нужно ориентироваться именно вот на просыхание грунта. Потому что корни могут не менять свой цвет, и их можно пересушить. Когда мы можем смотреть на них, они вроде бы цвет не меняют, они уже сухие. Ориентируемся вот на именно на просыхание грунта. Это уже зависит, какая у вас температура в помещении. Естественно, если у вас там ближе к 30, то грунт быстрее просыхает. Если у вас в районе 20 градусов, то он будет дольше просыхать. Ну, в общем, по мере просушки. И вот таких вот циклов, там 2, 3, 4 проходит, кора становится уже хорошо, начинает быстро впитывать, быстро намокать. Капиллярное сообщение между кусочками появляется. Что это значит? Когда мы, например, вот этот фитиль мочим водичкой, да, и тогда намокает вот этот мох, он очень хорошо передает потом соседним кусочкам влагу. То есть намокает один кусочек по капиллярному сообщению. Ну, физику, наверное, многие из вас в школе курс учили, школьный курс. Потом этот кусочек передает соседнему кусочку. И вот за несколько часов, за день, за двое суток подлитая сверху вода равномерно распределяется по объему горшка. То есть какой полив следующий происходит?
когда вот после таких вот нескольких замачиваний и сливов мы доходим до того, что вот как раз наступает тот самый ленивый момент, когда орхидеи стоят вот так вот на полочках. Я беру обычную вот такую вот поливалку, прыскалку и просто вот так вот сейчас я покажу, по периметру произвожу, по периметру опрыскиваю сверху корни, ну, допустим, там 50 миллилитров, 60, 40 миллилитров. Это уже в зависимости от того, какой объем горшка у вас, какой объем мхового фитиля у вас сюда помещен. И вода в разработанной коре, просачиваясь к низу, то есть протекая между кусочками вниз, задерживается и быстро впитывается в эту кору. То есть когда кора хорошо разработанная, она уже по большому счету максимально впитывает воду, то есть она не успевает даже до дна доходить. Это уже методом, как сказать, собственных проб, вы увидите, сколько нужно подливать воды. Такого количества, чтобы она не задерживалась здесь на дне, ну, на долгий период. Чтобы она там за день, за два максимально вся расходилась вот по внутреннему объему горшка. Это, друзья, на самом деле не трудно. Вот смотрите, уже вот этот корень, кстати, видите, позеленел. На него попала вода, и он сразу раз стал таким светленьким. Это вот, значит, второй момент полива. Третий момент без вот таких опрыскиваний, когда мы берем просто, вот стоит горшок у нас уже с разработанной корой, уже все у него хорошо. Мы уже знаем, что примерно нам нужно налить там 50 грамм, ну я условно говорю, или 100 грамм. Мы просто берем воду и в районе вот этого вот мха, видите, кстати, здесь корешки у нас уже, вот вроде 2-3 дня прошло после пересадки, а у нас корешки, видите, как понравилось орхидейкам, раскукливают корешочки. Так вот, просто берем и в районе вот этого мха просто смачиваем сам мох. Там, допустим, 50, 60, 80, 100 миллилитров. Это зависит от того, какой у вас объем вот этого мохового фитиля, какой объем горшка. Ну, так, чтобы он, конечно, особо не хлюпал. Вот. И вот так вот в этот, видите, в этот фитиль его смачиваем. Когда фитиль полувлажный, когда сам по себе мох полувлажный такой, но еще не просох он, то есть не хрустит еще, то вода моментально, она как в губку впитывается. Знаете, когда влажная губка, я думаю, все знаете поролон, да, которым моем посуду. Когда поролон этот сухой, прям очень сухой, когда вода на него попадает, она скатывается, потому что эта губка сухая еще и воду еще не принимает. А вот когда губка у нас еще не сухая, но уже не влажная. То есть вот это вот, знаете, золотая середина ближе к сухому. И вот когда у нас попадает на такую губку вода, то она сразу моментально в эту губку впитывается. Вот точно так же должен быть мох. То есть он не должен высыхать насквозь, прям, чтобы аж прям ломался, прям до сухого. Он должен оставаться такой, знаете, слегка влажный. Это дает возможность не загубить корни, не пересушить. И вот такой полив, видите, налил воды, и он сразу моментально все это дело впитал. И вот теперь представьте, когда у вас много орхидей, и вам совсем не хочется тратить время на полив этих орхидей. И вы просто берете, допустим, либо с какой-то емкостью, поливаете, просто подходите, наливаете в одну, в другую, в третью, в четвертую. И вот так вот раз,
все, и оставили эти орхидеи, и они там за несколько часов, максимум за сутки, ну, не более 2, чтобы уходило времени, да, суток, вся эта вода впитывается и распределяется, все. То есть сколько времени нужно было вот полить вот эти вот орхидеи, буквально секунды налить в каждую по там какому-то определенному количеству воды, но это вы уже методом собственного полива, собственного опыта на своих орхидеях уже поймаете эту, как сказать, золотую вот эту вот середину. И все. То есть последующий полив орхидей после вот таких вот замачиваний, когда у нас кора разработается, очень и очень, как бы, знаете, помогает ухаживать за орхидеями в части полива, сокращает время на это. Теперь другой вопрос. Можно ли оставлять вот так вот, то есть кору не, ну, скажем, не замачивать, а сразу поливать вот только вот сюда в мох? Это чревато тем, что если маленькое количество корней в горшке, и они в разных частях, значит, этого горшка, и, значит, смачивая только мох, можно, значит, прийти к тому, что какая-то часть горшка, например, вот с этой стороны грунт будет постоянно сухой. И те корни, которые при пересадке оказались в этой части, они, ну, пересохнут и, естественно, отомрут. И успеет ли к тому времени орхидея нарастить корни к постоянно влажному и смачиваемому мху, это уже неизвестно. Это зависит от того, какие изначально были корни. Это первый момент. Второй момент, что можно кору вот эту, которую сразу используем, допустим, перед пересадкой, некоторые архаманы ее варят. Здесь уже у нас, кстати, есть на канале видео, в котором я показываю и рассказываю, как и какую кору я собираю в лесу и как я ее, если необходимо, варю. То есть подробное прям видео на канале есть по варке коры. И вот в процессе варки, там 30-40 минут, проваривая кору, мы сразу как бы отбрасываем все циклы при поливе и просушке вот этой коры. То есть кора сразу после варки становится влагоемкой, вывариваются смолы, расширяются поры внутри коры, то есть она сразу становится очень-очень влагоемкой. И если вот обычная кора вот такая вот, когда мы ее собрали, на нее капает капелька, она раз и скатилась, как с сухой губки, то в вареной коре она моментально, ну не моментально, но очень хорошо впитывает эту капельку. То есть капелька не отскакивает, она, попадая на кору, она эту воду впитывает. То есть заранее можно кору проварить перед применением ее в посадке орхидеи, тем самым сократить трудозатраты вот такие, как я сейчас показал, что заливаю воду, жду первый полив, сколько-то там 10, 15, 20, 30 минут, потом сливаю. При сливе, конечно, есть трудность, это прикрыть сверху, чтобы ничего не вывалилось. Вот. И вот таких вот циклов несколько, пока она не разработается, пока я не дойду вот до того полива, когда просто сверху подхожу и в каждый горшочек беру, налил, поставил, налил, поставил, налил, поставил, и буквально там за несколько минут полил всю свою коллекцию. Вот такое вот, друзья, сегодня видео. Просили показать и рассказать подробно, как я поливаю и как можно и следует поливать орхидеи вот в таких вот емкостях. Неважно, это будет стакан вот такой вот мерный, либо это будет какой-то кашпо, либо это будет ведерко. Но принцип полива в закрытой системе при пересадке вот в свежую кору с моховым вот таким вот фитилем, вот именно такой, как я сейчас показал. Ну а для этих орхидей, выбранных вот в качестве примера сегодняшнего видео, у меня сегодня все-таки первый полив вот таким вот замачиванием на 2/3 воды
высоты горшка мне придется вот сегодня их все полить. И потому что кору я не варил, она еще не разработанная. Ну вот, залью и по полчасика я подержу для того, чтобы кора хорошо напиталась. Потом воду я всю солью. И так, друзья, будет у меня несколько раз, пока кора не разработается. Вот. Но я думаю, что именно эта кора, ну не думаю, а я знаю, что именно вот эту кору, которую я использую, ну 3 раза достаточно, чтобы она уже начала хорошо так работать. Все, друзья, вот такое на сегодня видео. Продолжу я замачивать свои орхидейки. А вам всем, друзья, хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока.